Очередное утро, которое начинается с завтрака дома. Я люблю делать завтраки. Завтрак вообще мой любимый прием пищи. Мне кажется, что они достаточно разнообразные. Всегда можно придумать что-то вкусное и интересное. Сегодня, вот, например, у меня будет просто каша. Да, это немножко банально, но мы ее не так часто едим. Вот поэтому очень захотелось. Плюс здесь столько классных фруктов, поэтому с кашей, мне кажется, одно удовольствие. Сегодня овсянка с голубикой, бананом и арахисовой пастой. Арахисовая паста тут невероятно вкусная, вот поэтому я ее добавляю и если делаю бутерброды с бананом, тоже с арахисовой пастой. И вот иногда так в кашку тоже могу полить, очень вкусно. И с бананом сочетается прекрасно. Кофе я люблю пряный, поэтому я всегда добавляю в него корицы. Арахисовую пасту сейчас покажу. Это вот такая вот баночка, есть еще размером побольше. Вот, и она прям вот реально просто пальчики оближешь. Я ее как-то взяла здесь попробовать, и теперь прям вот постоянно беру. Сейчас покажу консистенцию внутри. Вот так вот выглядит, вот, но очень вкусно. Ну, я специально оставляла на ночь молоко, и сегодня я как раз делаю творог. Давно хотела, соскучилась. Ну что ж, всем привет, начинаем новый влог. Сегодня выдался жаркий день, вообще всю неделю обещают отличную погоду, солнышко. Вот, мы планируем всю неделю, наверное, гулять, посмотрим, может быть, в какой-то день все-таки передохнем. Вот, но сегодня у нас в планах прокатиться на метро, доехать до рынка Сан-Тельмо, такой достаточно, мне кажется, туристический рынок, где есть и какие-то такие винтажные вещи, есть и фрукты, овощи, есть и какие-то, я так понимаю, небольшие ресторанчики. Так что посмотрим, надеюсь, что там будет атмосферно интересно. Плюс в этом районе мы были совсем чуть-чуть, посмотрим, что вообще там происходит, как там жизнь. Вот. Постараюсь записать тоже влог, надеюсь, что получится интересно. Ну и вам тоже отличного дня, хорошего настроения. Увидимся чуть позже. Забыла еще сказать, что у нас закончились фрукты и овощи, поэтому сначала, прежде чем поехать вообще на рынок, мы планируем зайти как раз в лавку с фруктами и овощами и купить что-нибудь вкусненькое тоже на вечер. Вот, как-то так. У нас получились вот 3 таких пакетика фруктово-овощных. Все обошлось нам в 1600 рублей, если переводить. Вот. А в песо? 13 620. Если в песо, то 13 620. Вот сейчас покажу, что, собственно, мы купили. 2 вот таких вот упаковки голубики. Потом у нас здесь 3 килограмма клубники. Клубника очень вкусная, хочу сделать и компотик, и так поесть, вот поэтому я думаю, что 3 килограмма это прям вот то, что нужно. Ну, собственно, вот они вот так вот в пакетике. Потом вот такой вот большой пучок петрушки, 4 помидорки, хочу их просто использовать в готовке, потому что здесь вкуснее все-таки черри. Вот, а это я хочу, наверное, все-таки сделать с кабачками, может быть, так это потушить. Вот вместе как раз тоже с петрушкой, какое-то такое овощное рагу сделать. Ну что, 2 перчика еще вот таких вот красненьких, 3 молодых кабачка и 2 баклажанчика, тоже все вот я взяла, чтобы потушить, именно как такое сделать что-то вкусненькое. Вот, так что это сейчас отправляется в холодильник. И самый главный герой это вот такая вот дынька, они сейчас невероятно вкусные. Есть они, конечно, и в супермаркетах, но лучше покупать именно в лавке, потому что они прям идеально зрелые, сочные, сладенькие такие. В общем, мы прям вот каждый день буквально берем по дыньке, и это просто волшебно. Еще она напоминает мне как раз по вкусу дыню, которую выращивала моя бабушка в деревне. Вот, как мы садились всей семьей как раз вечером. Вот, нарезали все вот эти вот такие маленькие дыньки. Вот, очень вкусно. И как раз такие детские воспоминания пробуждают. Вот поэтому я от нее в общем в восторге. Обязательно, если вдруг вы находитесь тоже в Аргентине, покупайте дыньки, очень вкусные, именно в лавке. Что, мы идем сейчас к метро. Оно прям буквально находится от нас в минутах, наверное, в 2-3. И доедем до площади, и уже там тоже пройдемся пешком до рынка.
По цвету перил очень легко ориентироваться относительно того, на какую ветку ты садишься. Вот здесь, например, будет зеленая ветка, и все об этом как бы намекает. А для проезда используются вот такие вот синие карточки. Вообще очень простое метро, в нем прям вот легко ориентироваться, сложно, мне кажется, как-то запутаться, потому что все достаточно просто. Вот так выглядят сами турникеты, просто берешь карточку, прикладываешь ее и проходишь. Иногда в вагонах прям вот много людей, но не сегодня. А мы добрались до нужной нам станции, идем на выход. Очень классно, что на каждой станции есть вот такие вот рисунки из плитки, очень симпатично. Когда поднимались, не заметила, а сейчас смотрю на видео, выглядит как будто такой полтергейст, когда лампочка мигает, забавно. Ну и сам выход из метро. По городу курсируют вот такие вот автобусы, ходят они достаточно часто. И мне кажется, что добраться благодаря автобусу можно буквально куда угодно. Ну что, нам минут 15 где-то до рынка. Просто идти, я так поняла, по прямой. Обожаю вот эти вот цветущие деревья, очень красиво смотрится. Конечно, очень красиво, когда какие-то здания расписаны какими-то граффити. Вот это преображает город. Здесь вот такой вот яркий рисунок, очень симпатично. Мне очень нравится гулять по городу, рассматривать здания, находить что-нибудь интересное. Вот мы на рынке Сан-Тельмо. Выглядит очень винтажно, атмосферно. Единственное, мы пришли сюда в будний день, и что-то было закрыто. И я так понимаю, что в выходные здесь так более масштабно. Ярмарка продолжается даже на улице. Можно найти что-нибудь интересное еще и там. Ну и, естественно, в выходные здесь стоит ждать гораздо большее количество людей, нежели чем в будний день. А так здесь можно найти какую-то овощную лавку и какие-то такие маленькие ресторанчики, где можно что-то попробовать вкусненькое. Ну и, конечно, какие-то старинные вещи, типа посуды, телефонов, фотоаппаратов. Также представлены и более модные такие магазинчики, где уже можно купить какие-то сувениры. Мы пришли просто прогуляться, без какой-то конкретной цели, поэтому просто ходили и глазели по сторонам. Но надеялись найти что-нибудь такое необычное, что, возможно, нам приглянется. Но сама атмосфера в таких местах, мне кажется, вдохновляющая. Вот это вот ощущение старины вокруг, оно дарит какие-то такие сокровенные эмоции. Ну и был вот такой вот магазинчик со сгущенкой. Ее тут очень любят, и я просто боюсь пробовать, потому что здесь какое-то, мне кажется, невероятнейшее количество различных вкусов. Вот, нужно больше времени. Вот такая вот стильная шоколадная лавка. Мне кажется, сложно устоять и не попробовать что-нибудь. Вот такие вот очаровательные таблички с мафальдой. Она здесь встречается достаточно часто, ее очень любят. Куча различных сувениров с ней. А я ужасно проголодалась, и, конечно, хотелось бы что-нибудь попробовать на рынке, но мы никак не могли определиться с тем, что мы именно хотим. А количество людей везде было большим, поэтому боялись, что заказ придется ждать долго. В очередной раз вышло, что я ужасно хочу есть. Это происходит внезапно. Вот, поэтому мы зашли в такой не самый примечательный ресторанчик, но мне нужно срочно поесть. Вот, сидим, ждем. Как-то так. Муж взял лимонад, а я свежевыжатый апельсиновый сок. Он был без сахара, и это просто супер. Пицца выглядела эффектно, но нас по вкусу не впечатлила. Мы ели уже вкуснее. Ну а дальше мы просто гуляли по городу, бродили и наткнулись на вот такую вот прикольную улицу, где есть различные забавные фигурки, расписанные стены. Вот много различных таких рисунков и граффити. В общем, достаточно интересно было все рассматривать. Что-то было посвящено теме танго, например, вот такое вот граффити черно-белое. Оно так стильно смотрелось, что я не устояла и тоже подсняла его. Очень понравилось вот это вот симпатичное здание с часами.
таким вот интересным входом. Если подойти поближе, у него есть такая как стеклянная витрина, где представлены различные тоже фигурки, которые тоже посвящены теме танго. Когда только подходишь к этому месту, то кажется, что это реальные люди, но ближе уже понятно, что это все-таки фигуры. Вот, например, с этим мужчиной вообще сложно, он почти как реальный человек. Так, потихоньку прогуливаясь, мы вышли на площадь Мая. Конечно, она выглядит сегодня достаточно пасмурно, немножко уныло. В солнечную погоду она прям восхищает. Здесь очень много красивых зданий. А еще тут очень красиво развивается флаг Аргентины. Единственное, как только я стала снимать, ветер уменьшился, и такого красивого видео уже у меня не получилось. Но, возможно, мне повезет в другой раз, и я смогу поймать этот момент. Возможно, мне еще повезет с погодой в этот день. В общем, надеюсь, что все сложится, и давайте еще немножко прогуляемся по городу. Рядом с площадью множество выходов из метро, поэтому здесь всегда очень много людей. А еще мне очень нравится расположенное рядышком здание банка. Вот эти вот восхитительные колонны, они меня очаровывают. И касса Рассада, конечно. Мне очень нравится этот нежный оттенок розового, он очень красиво смотрится. Еще мне очень нравится, что в городе так много птиц. Куда бы ты ни пошел, везде будет сопровождать их пение. Вот даже здесь вот на площади можно услышать, как они звучат. Еще очень забавно, что люди здесь всегда на пешеходных переходах достаточно нетерпеливы. Начинают переходить дорогу чуть раньше, нежели чем загорается белый свет. И да, именно белый, ведь светофор для пешехода имеет красный и белый оттенок. А у этого магазина очень винтажные вывески, и он старинный. Здесь представлены различные книги. Выглядят они очень интересно. Не знаю, можно ли найти здесь что-нибудь уникальное, но визуально такая антикварная лавка выглядит очень заманивающе. Я решила в этом видео объединить 2 дня, поэтому вас ждет еще одна прогулка. В этот раз мы отправимся в парк. Это будет сад Хапанес. Я не знаю, надеюсь, что я правильно произнесла. Но если говорить проще, я бы назвала его японским садиком. Что мы сегодня решили пройтись до японского такого парка. Он находится тоже недалеко от нас. Вообще, я считаю, что мы выбрали отличное расположение квартиры, потому что находится она прям рядом со всеми парками. И это, мне кажется, идеально. То, что можно в них будет просто погулять с коляской. Вот. А в японском парке мы еще не были. Вроде он небольшой. Надеюсь, что симпатичный. Идем, ищем вход в парк. Вот, там уже виднеются как раз какие-то деревца. Похоже, что вон там вот впереди нас ждет очередь в этот парк. Посмотрим, как быстро она будет двигаться. Ну, кстати, двигается она вполне себе достаточно быстро. А я пока все еще продолжаю наслаждаться природой вокруг. Судя по всему, что вход стоит 690 песо. Что нам дали вот такие вот билетики, очень симпатичные. И, собственно, сам парк. Пока что здесь очень-очень много людей. А с обратной стороны на билете как раз еще и отмечена карта. То, что, собственно, находится в этом парке. Вот такой вот прудик с мостиком. Тут всюду журчит, поют птички. На самом деле здесь присутствует такая достаточно медитативная атмосфера. Единственное, конечно, количество людей, мне кажется, немного мешает расслабиться. Наверное, стоит ловить именно момент, когда их меньше. И тогда все вокруг будет создавать нужный настрой. А так порой приходилось прям вот пробираться через толпу. Плавают карпы, но их тут не очень много. Там еще один виднеется. Мы были в похожих парках в Азии, и там карпов, конечно, в пруду плавает гораздо больше. Еще продают корм обычно, чтобы их можно было покормить. Но тут, к сожалению, ничего подобного нет. И рыбок тоже маловато.
Но зато здесь была вот такая вот смешная утка. Так что можно было понаблюдать за ее фееричным шоу. Позировала она, считай, на славу. Не знаю, что именно она этим хотела сказать. Может быть, она так отряхивала свои перышки. А так, сама территория у сада достаточно симпатичная. Здесь много таких интересных растений. Есть различные мостики и беседки. Мостик ведет на небольшой островок в центре пруда, где открывается, кстати говоря, достаточно симпатичный вид. Территория, конечно, очень ухоженная. А этот воробей меня умилял. Как же ему кайфово. Я на него насмотрелась, мне ужасно захотелось искупаться тоже. Тут, видимо, можно оставить какие-то пожелания. Такие вот деревья. С другого ракурса. И, собственно, сколько людей. Какой-то колокол. Сейчас, собственно, 16:08. Работает парк, я так поняла, до 18:30. Но людей здесь просто море. Я очень люблю, когда вот такой вот свет падает пятнышками с какими-то элементами тени. Вот там вот вдалеке виднеется тот самый островок. Очень многие цветочки как раз фотографируются, а вот здесь вот прям вот собралась такая толпа. Мы решили в это не ввязываться, а обойти. В том здании есть ресторанчик, где можно насладиться суши. Ладно, я нашла то, что здесь действительно прикольно. Это вот эти вот змеи в виде рыбок. Сейчас они, это ветерок подует. Мне понравился вот этот вот змей в виде рыбок. Давай. История как с аргентинским флагом. Как только начинаю снимать, никто не развивается. Ну, как-то так. Мы решили зайти, посмотреть, что же там внутри. Какая-то экспозиция, где люди делают из бумаги очень интересные штучки. Ну и панорама сверху. Как вам парк? Это был мне вопрос? Да. Вот примерно на 680 песо этот парк. Надо даже немного меньше. Я бы дал за него 200 песо. Ну и так, со слезой. Прикольно, что в этом парке можно было встретить сакуру. Ну а после парка мы решили заскочить и взять мороженого. Вкусов тут огромное количество, и можно выбрать еще размер ведерка, который ты хочешь взять с собой. У этой фирмы очень забавная система заказа. В одно окошко ты по громкой связи выбираешь размеры, вкусы, и вот в этом окошке тебе выдают вот в таком контейнере, да, в пакетике мороженое уже. Но выглядит достаточно мило, потому что такой вот стильный пакетик с таким вот дядечкой. И сверху еще очень заботливо заклеена как раз крышка, чтобы ничто не открылось. Ну и я уже предвкушаю, что же меня ждет. Здесь из вкусов маскарпоне, фисташка и банан. Мороженое в Аргентине очень вкусное, мы постоянно как раз берем. Сейчас стараемся брать вот именно в этой фирме, оно нас, в принципе, устраивает и находится рядышком. Вот, мы успели попробовать, получается, 6 вкусов. И еще никогда не думала, что буду вот так вот сидеть с ведерком и поглощать мороженое. Но мне кажется, что Аргентина прямо-таки подсаживает на этот процесс. Вот, хочется попробовать сейчас все вкусы, что есть, найти какие-то такие любимые. Вот, и потом еще попробуем тоже в каких-то других местах. Интересно будет тоже сравнить. Мы пока что пробовали, наверное, вот именно в таких вот ведерках, да, вот здесь можно взять с собой вот в такое вот ведерко из пенопласта и наслаждаться.
Вот мы пробовали только в 2 местах, получается, вот как раз вот в этой сети и еще в таком небольшом, наверное, проще сказать, кафе. Вот, там тоже как раз продавалось мороженое, но нам там понравилось меньше. Вот здесь оно, в принципе, вкусное. Вот, я знаю, что очень у этой фирмы хвалят банановый сплит, но его постоянно нет. Вот, хочется узнать, что же это за вкус такой невероятный. Пока мы пробовали маскарпоне, фисташку, банан, ванильное, клубничное и там очень такое странное название. Я так думала, что это какой-то синнабон, но оказалось что-то другое. Вот по вкусу совершенно не похоже, и оно такое достаточно специфическое. Пока что у меня, наверное, в фаворите идет фисташка и, наверное, все-таки банан. Первая вот наша комбинация была самая удачная, мне кажется. Тоже достаточно вкусная клубника. Хочется попробовать еще что-нибудь шоколадное, потому что там, насколько я посмотрела, достаточно очень много различных вариантов с шоколадом. Не знаю, если вдруг вы пробовали вот именно эту сеть, то посоветуйте вкус. Буду знать, попробую обязательно тоже. У нас, кстати, вот эта ведерко скоро тоже закончится, пойдем еще за одним. Ну и надеюсь, что вам понравился этот влог. Я старалась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!